Вы задумывались, может ли сало быть ключом к здоровому питанию и долголетию? Или его надо поместить в черный список продуктов? Сало нам друг или враг? Сколько есть сала в день считается безопасным? Давайте рассмотрим факты новых научных исследований влияния этого продукта на здоровье. Итак, начнем. Долгое время жиры в рационе человека не находили одобрения со стороны медицины, так как их присутствие ассоциировалось с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклерозом, следовательно, увеличением риска ранней смерти. Из-за этого долгое время стремились исключить жиры из рациона, заменяя их большим количеством углеводов, таких как картошка, макароны, рис, кондитерские изделия. Подобная замена вызывала повышение уровня сахара в крови, приводя к усилению аппетита и формированию порочного круга, повышении сахара, выделении инсулина, снижение сахара, увеличение желания поесть. Этот механизм приводил к набору веса, усугубляя проблемы, такие как сахарный диабет. В результате негативных последствий употребления углеводов взгляды на роль жиров в рационе пересмотрели. Появились призывы к полезности свиного сала, отмечая его как ценный продукт. Вернувшись к употреблению жиров, особенно свиного сала, стали обсуждать вопрос его включения в рацион каждого человека, при условии, что это допускает религиозная позиция. Чтобы оценить влияние свиного сала на продолжительность жизни, важно понять его химический состав. Приведен пример рафинированного сала, лишенного волокон и кожи. Рассматривается вопрос калорийности сала и его роль в суточном рационе. В условиях ограниченного доступа к пище употребление сала может быть выгодным, так как 100 граммов сала содержит около 900 килокалорий, что составляет значительную часть дневной калорийности. Сало, в основном, представляет собой жир, в котором практически отсутствуют полезные вещества. Несмотря на это, в 100 граммов сала содержится лишь небольшое количество витамина D, около 2,5 микрограмма, что составляет примерно 100% от минимальной суточной потребности 600-800 единиц. Сало богато насыщенными жирами, состоящими из насыщенных жирных кислот. Эти кислоты с электронными связями между атомами углерода стойки и не подвержены окислению, что обеспечивает стабильность сала при хранении и приготовлении. Чем больше насыщенных жирных кислот в жире, тем оно тугоплавкое при комнатной температуре. В нем также присутствуют мононенасыщенные жирные кислоты, более реакционно способные при жарке, и полиненасыщенные аминокислоты, обладающие более чем одной ненасыщенной связью. Эти кислоты, ловя свободные радикалы, придают салу определенные химические свойства. Омега-3 кислоты, присутствующие в нем, важны для человеческого организма. Они составляют приблизительно 65% от суточной потребности в омега-3. Однако, соотношение омега-6 к омега-3 в нем считается неблагоприятным, что может усиливать воспалительные процессы в организме. Сало также содержит холестерин, однако его количество относительно невелико, всего 95 мг на 100 граммов веса, что составляет 32% от суточной нормы для человека с рационом 2000 килокалорий. В связи с этим можно отметить, что сало, помимо жиров, холестерина и небольшого содержания омега-3 кислот, не предоставляет значительных питательных элементов. Исследования, касающиеся влияния сала на здоровье, не предоставляют четких выводов относительно его пользы или вреда. Однако употребление жиров, включая сало, может способствовать быстрому насыщению. Касаясь вопроса холестерина и его воздействия на организм, следует отметить, что хотя 80% холестерина производится организмом, внешний прием холестерина через пищу может влиять на его уровень. В случае, когда уровень холестерина приближается к пограничным значениям, увеличение его даже на 20% из пищи может привести к негативным последствиям, таким как атеросклеротические бляшки, которые могут накапливаться в сосудах и ухудшать состояние сосудистой системы. Сало является высококалорийным продуктом, и независимо от того, откуда поступают калории, будь то жиры, сахар или другие продукты, в конечном итоге это приводит к увеличению энергообеспечения организма.
Если потребление калорий превышает их расход, это может активировать выработку собственного холестерина в организме. Таким образом, даже небольшое переедание сала может способствовать повышению уровня холестерина. Современные рекомендации предполагают, что количество калорий от насыщенных жиров в рационе человека не должно превышать 10% от общей калорийности. Это означает, что при рационе в 2000 килокалорий насыщенные жиры не должны составлять более 200 килокалорий, что приблизительно соответствует 50 граммам сала, при условии, что нет других источников насыщенных жиров в рационе. Научные исследования подтверждают, что перекармливание организма насыщенными жирами в сочетании с углеводами может ускорить развитие жирового гепатоза, ожирения печени. Этот путь может быть иллюстрирован, например, потреблением сала вместе с бутербродом или жареной картошкой. Однако, при умеренном потреблении с учетом физической активности, негативные последствия для печени могут быть минимальны. Злоупотребление салом может вызывать нарушения в кишечной микрофлоре, что способствует увеличению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования на животных и людях показывают, что свиное сало, в отличие от других жиров, вызывает серьезный дисбаланс между двумя основными типами микрофлоры – фермикутами и бактериоидами. Масштабные исследования, проведенные в России в 1994 году и продолжавшиеся 11 лет, на 6800 участниках, свидетельствуют о том, что уровень употребления сала связан с увеличением смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт миокарда и инсульт. Люди, употребляющие больше сала, были более подвержены этим заболеваниям. Так сколько же сала безопасно употреблять? Имея сбалансированный рацион и не превышая дневную потребность в калориях, можно употреблять небольшое количество сала, примерно 25-30 граммов в день. Однако, употребление сала с целью улучшения здоровья без соблюдения других аспектов здорового образа жизни является бессмысленным. Важно помнить, что умеренность и разнообразие в рационе – ключи к поддержанию здоровья. Что вы думаете об этом? Пишите в комментариях. Подпишитесь на канал, поставьте лайк и посмотрите эти полезные видео. Жду ваши комментарии.